Ömrümün sonuna kadar senin yanında olacağım. Söz veriyorum sana. Nihat kendine gelmiş sonunda. Nihat uyanıp da konuşursa mahvolursun. Ceva ile Nihat'ın bir bağlantısı var mı yok mu öğreneceğiz. Bunun senin arabanda ne işi var? Merak etme. Öğreneceksin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Куда пойдут Дилан и Баран с Чинаром? Будут ли теперь Акиф и Берфин говорить обо всем открыто? Сможет ли Берен преодолеть печаль событий, обняв Дилана? Станет ли выздоровление Нихата проблемой для Тарика? Захочет ли Нихат поговорить? Что происходит в машине Нихата из-за серьги Гуля? Будет ли Тарик бояться речи Нихата и пытаться заставить его умереть или не говорить? Почему Баран злится и кричит, когда находится рядом с Нихатом? Есть ли между Джавахиром и Нихатом связь, как думает Баран? Что сделает Хаджер, когда увидит стоящего перед ней Хасана? Все это и многое другое теперь в этом видео. Как только Нихат приходит в сознание, он рассказывает Барану обо всем, что произошло, а затем умирает. Баран узнает о планах, происходящих за его спиной, устраняет все опасности одну за другой, и они начинают жить приятной семейной жизнью с Чинаром. Если да, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! После плохих событий Баран Дилан вместе спланирует пикник, чтобы стереть плохие воспоминания из памяти Чинара. Они проведут там очень приятные моменты и будут очень счастливы. Конечно, Чинар будет волноваться, что снова произойдет что-то плохое. Дилан и Берен побудят его не бояться и помогут избавиться от плохих мыслей. Поскольку на этот раз Чинар не испытал ничего плохого, он будет помнить только, что был очень счастлив и умиротворен в этот прекрасный день. Когда Дилан и Берен увидят его счастливым, они тоже будут счастливы. Берфин терпеть не может, когда Акиф держится от нее подальше, и теперь она начнет открывать ему свое сердце. Акиф, с другой стороны, продолжает бороться с вопросами, которые он о ней не знает. Он думает о том, чтобы подождать, пока отношения между ним и Берфином пройдут немного дальше, а затем спросить, не расскажет ли он ему. Берфин будет ждать, чтобы довериться Акифу и рассказать ему о своем прошлом опыте. Я думаю, она заговорит, когда почувствует себя в безопасности и уверена в Акифе. Берен попытается восстановиться после череды неприятных событий, обнимая Дилана и чувствуя его любовь. Двое влюбленных, которые всегда поддерживают и морально поддерживают друг друга, в это время, как всегда, не оставят друг друга в покое. Когда Берен будет думать о вопросах, оставшихся без ответа, ему станет не по себе, и он подумает, что они небезопасны. То, что Нихат не умрет, будет беспокоить Гэжу, Тарик и Хаджер. Потому что в этой сложной ситуации Нихат, возможно, захочет избавиться от гнева Барана, сказав, что Тарик сделал это. Как только Баран узнает, что Нихат пришла в сознание, он пойдет в больницу, чтобы спросить, что случилось с серьгой Гуля в его машине. Когда он увидит, насколько зол Нихат Баран, он скажет, что расскажет все. Я думаю, что серьга Гуля не имеет ничего общего с Нихатом и что Хасану кто-то ее надел. Потому что он попытается уйти от этого, указав на Нихата как на виновника смерти Ферата и Гуля. Хасан начинает бардак там, где лежит, и это, к большему сожалению, я не могу себе представить, что будет после первого восстания. Может ли человек родиться для такого зла или как он может так осквернить свое сердце? Это бесхарактерная личность, которая возвращается после смертей, не знающих границ зла, и до сих пор не сожалеет о содеянном. Госпожа Хаджер захочет, чтобы Тарик был убит из-за возможности разговора Нихата. Однако Тарик не может быть таким плохим, как кажется, и на этот раз, поскольку он не может покончить с собой, он может поручить это задание другому человеку, добавить яд в сыворотку Нихата и заставить его умереть. Поскольку инцидент с отравлением произошел незадолго до того, как Баран пришел к нему, Нихат сделает последний вздох, пытаясь рассказать Барану, что произошло.
Когда Берон увидит его мертвым, он сойдет с ума от гнева. Однако он не будет сомневаться в том, что его мог убить кто угодно. Хотя считалось, что для Нихата, которого уже ожидали умереть, было бы чудом прийти в себя, будут считать, что он умер в результате выстрела. Думая, что Нихат, возможно, убил Барана Гюля и Ферата, он пойдет за ним, чтобы узнать, есть ли у него связь с Джавахиром. Он узнает, что Нихат раньше сотрудничал с Джавахиром. Как и Джавахир, везде, где есть коррупция и нелегальная работа, они делали все это вместе, и Нихат продолжает это делать. Поскольку он думает, почему он убил Гюля и Ферата, он начнет выяснять, почему. Злу и плохим людям нет конца, но теперь мы требуем от нашего сценариста, чтобы происходили хорошие вещи. Пришло время им узнать, что они счастливы и умиротворены, что плохие парни ушли и что Чинар на самом деле Миран. Когда Хасан подойдет к комнате Гэжи Хаджер, госпожа Хаджер будет шокирована. Отныне настанет очередь бояться Гэжи Хаджер. Потому что Хасан будет его запугивать и пугать, а тем временем, возможно, захочет его немного задеть. Они будут шантажировать друг друга и продолжат жить вместе. Поскольку у них обоих есть уязвимости, никто не сможет высказаться. Итак, вы думаете, что прогулка Хасана останется между ними тайной? Будет ли раскрыто сотрудничество Тарика с Нихатом? Нихат умрет. Сможет ли Баран найти связь между Джавахиром и Нихатом? Скажет ли Берфин Акифу, что тот находится в психиатрической больнице? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.